Уважаемый Ахмед, если коротко ответить на ваш вопрос, то не существует человека, который бы знал, когда это произойдет. Представим, что вы смотрите футбольный матч, и кто знает, какая команда победит. Представим, что наш стартап – это футбольная команда, которая участвует в матче инноваций. И здесь аналогично, никто не может предсказать результат. И опираясь на такие факты, как хорошая оценка от специалистов науки, например, таких как президент Российской академии наук Фортов Владимир Евгеньевич. Давайте будем помнить о том, что первый спутник, первый космонавт, первый атомный ледокол, первый пассажирский сверхзвуковой самолет – эти технологии появились в Москве. И это дает мне основание утверждать, что оценка от столь авторитетного человека не может быть ошибочной. Кроме того, технология, которой мы с вами владеем, является совершенно новой. Это подтверждается такими странами, как Япония, Южная Корея, Южная Африка, Турция, Германия, Испания, Индия, США, Китай. Всего более 40 стран. Фактически мы охватили 80% населения планеты. Это подтверждается документами, которые я получил на свое имя в этих странах. Достоверность этих сведений легко проверить, используя Google патентный поиск. Наши технологии действительно представляют интерес для девелоперских компаний. Например, осенью мы получили приглашение на встречу от компании из списка топ-5 по объемам строительства в Дубае Shoba Reality, где состоялась встреча с руководителями финансового, технического, строительного и архитектурного отделов. Также вы помните, мы встретились с монопольным поставщиком электроэнергии, воды на территории Дубай, компанией Diva. И на первой, и на второй встрече мы бы точно подписали контракт на использование технологии при наличии полномасштабного демонстрационного объекта. Да, наш стартап не имеет на сегодняшний день ресурсов для строительства 300-метрового здания, но учитывая статистику последних лет, можно с уверенностью сказать, что демонстрационный объект высотой 50 метров мы можем реализовать. И это позволит нам убедить девелоперов всего мира, что технология соответствует заявленным параметрам. Кто-то скажет, сейчас не лучшее время для запуска новых технологий. Здесь я отвечу, у этой ситуации есть как свои минусы, так и свои плюсы. Вернемся в 2020 год. В тот момент мы привлекли незначительную сумму в размере $80 тысяч. Но при этом наблюдался стабильный рост инвестиций, что позволяло нам в более ускоренном темпе вести работу, прежде всего юридической защиты нашей интеллектуальной собственности. Напомню, период для защиты интеллектуальной собственности составляет 36 месяцев, поэтому отложить его просто нельзя. Но COVID-эпидемия снизила инвестиции буквально до $100 в день, так как люди в такие периоды перестают планировать жизнь на 5 или 10 лет вперед, прежде всего думая о том, как прожить ближайшие дни и месяцы. По окончании эпидемии инвестиции стали стабильно увеличиваться, и в какой-то момент мы приобрели уверенность в том, что энергетическую инфраструктуру для небоскреба мы сможем профинансировать самостоятельно. Мы сообщили об этом его высочеству представителю правящей семьи Дубай, шейху Хашер Джума Мактум Аль-Мактум. Уважаемый шейх ответил нам, что это очень интересная идея, и сообщил, что в ближайшем будущем он подберет земельный участок для проектирования такого объекта. Также он высказал сожаление о том, что мы не были с ним знакомы в тот момент, когда они строили Дубай Марина и Экспо 2020. И такая технология, как город-лес и ветер, не были применены при реализации этих гигантских проектов. После стабилизации ситуации с инвестированием буквально через 6 месяцев, в феврале 2022 года начался конфликт на территории Украины. Слово «санкции» звучали очень часто в новостях, и наши инвесторы пришли к выводу о том, что у автора проекта, то есть у меня, российское гражданство, и санкции обязательно коснутся и нашей инновации. Мне просто не выдадут патент, а бизнес не пустят в страны, поддерживающие эти санкции. Более года ушло на то, чтобы объяснить, что паспорт России не мешает получать патенты во всех странах мира, как и ранее. Однако инвестиции весь этот период были на низком уровне. И когда мы встречались с его высочеством, я просил немного времени, чтобы мы могли подтвердить свою финансовую состоятельность в вопросе финансирования энергетической инфраструктуры инновационного высотного здания на территории Дубая. Постепенно вновь стали набирать сумму, способную подтвердить наши возможности при совместной реализации высотного объекта, содержащего в себе нашу технологию. Также мы готовились к встрече с собственниками крупнейшей компании Эмар. Данная компания является наиболее амбициозной в вопросах строительства.
ведь именно она построила самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа. Но здесь ситуация вышла из-под контроля, так как рынок недвижимости просел по причине конфликта, начавшегося на территории Ормузского пролива в феврале 2026 года. Таким образом, на сегодняшний день мы имеем 30 тысяч инвесторов со всего мира, патенты на изобретения в более чем 40 странах мира, контакты крупнейших и самых инновационных компаний мира, которые с одной стороны сегодня имеют пониженный спрос на недвижимость, но с другой стороны они понимают, что эволюцию в строительной отрасли пропустить нельзя. Итак, что же мы должны делать завтра, чтобы получить наилучший результат в ближайшем будущем? Первое. Продолжать поддерживать патенты путем оплаты ежегодных пошлин. Второе. Продолжить строить наш 50-метровый демонстрационный объект. К окончанию строительства, я уверен, конфликты прекратятся. И на фоне того, что все страны сделают для себя вывод о том, что энергетическая независимость – это приоритет любой экономики мира, мы можем получить удвоенный или даже утроенный интерес к технологии получения электрической энергии новым способом. На сегодняшний день новых инвесторов почти нет, как и во время эпидемии COVID. Но есть 10 тысяч инвесторов, имеющих пакеты в рассрочку. И если каждый инвестор сделает платежи в соответствии с графиком, этих денежных средств нам будет достаточно для благополучного завершения 50-метрового демонстрационного объекта. После чего мы должны получить спрос. Мы должны начать продавать лицензии на использование технологий. Я думаю, 5% от стоимости здания – это нормальная цена за разрешение использовать разработанную нами технологию. Таким образом, продав в какой-то момент всего одну лицензию для 300-метрового здания, мы сможем вернуть всем инвесторам их инвестиции в полном объеме. А если 100 лицензий продадим, то в 100 раз больше. Электрическая энергия – это самый дефицитный товар на планете. Потребление энергии в некоторых регионах прирастает ежегодно более чем на 10%. С ростом дефицита увеличивается и цена. За последние 5 лет в Европе цена увеличилась на 20-50%. Так когда же мы выйдем на IPO? Зависит прежде всего от наличия ресурсов для строительства 50-метрового демонстрационного объекта. Вообще, выход на IPO – это достаточно продолжительный процесс. Но обратите внимание, нам совершенно не нужно ждать выхода на IPO для выплаты дивидендов или открытия возможности свободной продажи акций компании. Сегодня существуют технологии, позволяющие выплачивать деньги в ваш адрес буквально в течение 5 минут в любую точку мира. Поэтому при получении первой прибыли мы моментально можем выплатить причитающиеся вам дивиденды. Исходя из вышесказанного, уважаемый Ахмед, я считаю, что вы сделали правильный выбор, инвестировав в наш стартап. От основания до первой прибыли компании SpaceX потребовался 21 год, компании Tesla потребовалось 10 лет, компании Toyota 13 лет, а братья Райт получили прибыль через 10 лет. Чтобы проект «Ветер» начал давать прибыль, нам необходимо реализовать как минимум 50-метровый демонстрационный объект. Скорость его реализации прежде всего зависит от наличия финансовых ресурсов. Если они есть, мы можем построить его за 1 год. Призываю всех наших инвесторов проверить личные кабинеты и убедиться, что платежи внесены вовремя. Если каждый из имеющихся инвесторов внесет сумму, которую он планировал, то у нас будут деньги, чтобы закончить строительство. Вспомните первый лифт. Кто верил в то, что он будет в каждом здании? Сегодня это миллионы зданий. Я верю в то, что наша технология будет использоваться так же часто, как лифт сегодня. Достаточно будет только показать эту технологию в реальном объекте. Мы преодолели как минимум 80% пути в достижении этой цели. Наша команда продолжит движение до победного конца.